Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. В путь дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою. Кленовый лист, ты мне среди зимы приснись. Да, сегодня будем шить красоту. Для работы нам понадобятся детали, квадраты, составленные из двух треугольников. Как заготовить сразу много заготовок, я уже не раз показывала. На экране вы видите шпаргалки. Итоговые квадраты получаются одного размера 9,5 на 9,5 сантиметров. Нам нужны наполовину светлые, наполовину красно-оранжевые. Их надо 8 штук. И еще нам понадобится 8 квадратов такого же размера красно-оранжевого цвета и 9 квадратов голубого фона. Из этих деталей надо выложить узор. Чтобы не запутаться в раскладке, лучше сначала на листочке в клетку нарисовать этот блок, а уже потом разложить детали в нужном порядке. Раскладка 5 на 5 штук. Когда нас все устраивает, приступаем к соединению деталей. Сшивать будем вертикальными колонками. Сначала соединим вместе детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой. Затем присоединим детали из пятой колонки. При работе за швейной машинкой строчку делаем крепкой, мелкой. Шьем гирляндой, одну деталь за другой, нитки не обрываем. Никаких промежутков не делаем. И получается очень интересная конструкция. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только прошить горизонтальные швы. Размер получился 41 на 41 сантиметр. Немного увеличим размер. Со всех сторон обошьем полосками с шириной 6 сантиметров. Не забудьте после каждой операции работать утюгом. После этого подготовим красивый лоскутный верх к стежке. Ткань для обратной стороны, утеплитель, топ. Помним, что бэк и утеплитель должны быть немного больше лоскутного верха. В качестве утеплителя можно взять холстопрошивное полотно. Это натуральный хлопок. Все слои сколем английскими булавками для квилтинга и наметим линии стежки. Это у нас кленовый лист. И нам надо это подчеркнуть. Самый главный секрет стежки – надо использовать приставной столик к швейной машинке. Это нужно для того, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. Первым делом мы обрисуем контур листа, а уже затем приступим к прожилкам. Вот здесь как раз и вспоминаем, что мы не ботаники, мы художники. Полностью ровных, симметричных листьев в природе не бывает. Рисуйте так, как можете. И обязательно делаем длинный черешок у листика. По краю можно прошить декоративной строчкой.
После этого заготовку проутюживаем, промеряем и подравниваем. Край обработаем бейкой, прямой полоской ткани шириной 4 см. Как пришить окантовку и обработать углы, я постоянно показываю и рассказываю в своих видео. Сначала пришиваем бейку к лицевой стороне, затем отгибаем ее на обратную сторону и пришиваем. Можно использовать какой-нибудь декоративный шов. И получилась у нас замечательная салфетка. Размер 50 на 50 сантиметров. На обратной стороне очень хорошо видны линии стежки. А что это у нас получилось? Правильно, это одеялко для пирогов. Осенью хочется печь вкусные пироги. Выпечку накрываем чистым полотенцем, а сверху можно закрыть таким красивым одеялом. Пусть в вашем доме будет тепло и уютно, пахнет пирогами и свежим хлебом. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на наши группы ВКонтакте, Одноклассниках и на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!